Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря на что, вы смотрите на вход на iPhone 13 Pro Max со штатива DJI с родовскими микрофонами. Микрофоны сейчас отключу, увидите разницу, снимает это все дело в 4К 60 FPS, это все тоже дело будет снимать в 4К 60 FPS, этот смартфон в 3,5 раза дешевле, это новая модель Realme Neo 3T, вышла она около 2 месяцев назад, только сейчас попала мне в руки, русский язык, NFC и все остальные плюшки я вам обязательно опишу. А мораль всего этого ролика, так как вы смотрите это во время начала распродажи 1 ноября, а сейчас, как вы знаете, сейл на Али, в том, что вот этот вот смарт из разряда лоу-коста, потому что те деньги, которые сейчас за него просят, это лоу-кост, это даже не средняк. Это классно, хотя это не субфлагман, далеко. 2 года назад был бы субфлагманом. Смотрим. И вот так, без микрофонов, я напоминаю, что iPhone 13 Pro Max, в отличие от Neo 3T, к сожалению, есть направленный микрофон, то есть его микро, по идее, должен работать лучше. Вот сейчас вы увидите разницу в картинке и в микрофоне. Напоминаю, что это не камерафон, просто чтобы не скучно было, правда? Ну и вот вход на Realme Neo 3T. Тот же стабилизатор, их микрофоны, говорю не особо громко, музыка, ветер. Ну и в принципе все, что вам нужно знать для того, чтобы сравнить картинку. Разумеется, здесь 120 Гц, разумеется, Snap 870, к сожалению, нет мини-джека. Классный пластиковый корпус, лично мне он нравится, хотя все всегда за стекло и за алюминиевую рамку, здесь она тоже пластиковая. Из плюсов, наверное, это то, что максимум они могли выжить с 870-го, они выжили. Быстрая оперативка, быстрая внутренняя память, 2 физические симки, классный внешний вид. По мне, желтый вариант как раз лучший из всех. Почему? Потому что проще искать. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в такой же коробке, как и вся линейка GT. Коробка пришла целая, упаковано все стандартно. На коробке мы имеем название модели и краткие характеристики. Все выглядит по красоте. Пакинг хороший. В комплекте мы имеем краткое руководство, сам смартфон, кабель USB Type-C, ключ для извлечения слота для сим-карт, неплохой силиконовый чехол и блок питания на 80 Вт. Смартфон имеет защитную пленку с неплохим олеофобным покрытием, но лучше всегда такие пленки менять. Заводские пленки идеальными не бывают. Русский язык в стоке. Это же Realme. Им не важно, глобальный у вас смартфон или нет. Тот же Master Explorer Edition или Master Explorer Edition 2, пусть в глобале никогда и не были, но язык-то русский у операционки, это удобно. Слот прорезиненный на 2 сим-карт, и карту памяти запихать туда нельзя. Это такой эпичный фейл, учитывая, что это прям очень крутой средняк. Весит 3T всего 196 граммов, а габариты его 163 на 75 на 8,8 мм, а с блоком камер 11 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. 11 ноября я разыгрываю iPhone 14, помимо этого ежемесячно 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Еще Вика разыгрываю, но скорее всего еще что-то добавится к моменту того, как вы увидите этот ролик. Поэтому всегда проверяем описание у новых роликов. Подписывайтесь с колоколом. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо за поддержку канала. Напоминаю, что сегодня началась распродажа на Али, и если вам интересны выгодные цены, смотрите телеграм-канал со скидками по ссылке в описании. Самая первая ссылка. Полетели. Поставляется данный девайс в желтой, белой и черной расцветке. Дизайн смартфона интересный. Тыльная часть имеет покрытие AG, выполнено в стиле гоночного флага, и выглядит это интересно, во всяком случае необычно. Я повторяюсь, мне нравится желтый цвет тем, что его просто найти, а белый и черный, как всегда, затеряется. Понятно, многие скажут, что вы все равно купите чехол, но я так не считаю. Этот смартфон можно юзать и без чехла. Качество материалов хорошее и тактильно приятное, хоть и тыльная часть, как и рамки, выполнены из пластика. Сборка меня порадовала. Смартфон в руке лежит удобно и пользоваться одной рукой им комфортно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что, конечно же, неудивительно, но хотелось бы версию разъема получше. Далее есть микрофоны, ИК-порта нет, как и мини-джека, то приличный такой минус. Могли бы хотя бы мини-джек установить. Звучание здесь стерео, так как разговорный динамик выступает также в роли основного. Псевдо-стерео, так называемое. Поддержка Dolby Atmos и сертификация Hi-Res Audio на борту, и качество звука неплохое. Защита от пыли и влаги, разумеется, отсутствует, что официально, что неофициально. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,62 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Full HD+. Соотношение
экрана к корпусу 92,6, контрастность 5 миллионов к 1, цветопередача 106% NTSK и 100% DCI-P3, что стандартно. HDR10+, тоже на борту. Цветопередача приятная, все цвета отображаются корректно и насыщенно. Картинка четкая и красочная. Плотность пикселей 397 ppi, что очень хорошо. Пиковая яркость 1300 нит. При прямом попадании света на экран яркости достаточно. Разумеется, с включенной автояркостью на солнце. Автояркость на борту и работает она корректно, так как установлен датчик освещенности на 360 градусов. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть еще 60 Гц и режим автовыбора. Тач на 360 Гц, а моментальный тач на 1000 Гц. В настройках дисплея есть небольшое количество настроек, что хорошо, так как есть возможность персонализировать экран под ваши предпочтения. Далее, показатели шима вы можете наблюдать на экране. Результаты средние, так как выше 35% шим не поднимался. У меня лично от экрана глаза не уставали. Always on Display на борту, мультитач на борту и на 10 касаний экрана откликается. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица стандартными способами и сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Сканер отпечатков пальцев не подводил, в целом отрабатывает хорошо. Далее, подбородок в наличии, он средних размеров, мне лично при использовании он не мешался. Летим дальше. Процессор установлен хороший и стабильный. Qualcomm Snapdragon 870 5G с техпроцессом 7 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, обвес там всегда стандартный у 870-го, это графический процессор Adreno 650, при том, что я хочу отметить, что данный процессор вообще не новый. Когда вам кто-то пытается объяснить, что это новинка, это вообще совсем не новинка, этому процессору больше года, просто он один из самых стабильных субфлагманов позапрошлого, наверное, даже года. Ладно, будем считать прошлого, смотря когда вы смотрите. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор только 8 гигабайт. Виртуальное расширение ОЗУ на борту, но на данный момент я не встречал ни одного смарта, который действительно бы стал лучше работать после виртуального расширения ОЗУ. Так что сами делаем выводы. Хотя все, кто изучал физику, понимают, что ОЗУ и ПЗУ работают с разной скоростью, и поэтому от того, что мы там гигабайт добавим, вообще ничего не поменяется. Маркетинг. Внутренняя память UFS 3.1, и это круто, и на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi, поддержка 5G сетей, для 4G есть 7 и 20 бенды, звучание во время разговора хорошее, микрофон, как и датчик приближения, меня не подводили, вибромоторчик линейный по оси X версии 2.0, тактильно приятный. Bluetooth предпоследней версии 5.2, многофункциональный NFC модуль в наличии, из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал отличные 9 часов 30 минут и осталось еще 20% заряда, притом я тест проводил не со 100%, а с 88% заряда. Считайте, что он 68% потратил и отгонялся в PC-марке 9 часов 30 минут при максимальной яркости и 120 Гц. Это нереально крутой результат. Смартфон поддерживает Super Dart Charge на 80 Вт. Беспроводной зарядки, разумеется, у него нет. Заряжается смартфон от 0 до 50 за 14 минут, от 0 до сотки он у меня заряжался за 38 минут. За час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi при 100% яркости улетает примерно 8% заряда. В играх за 1 час уходит в среднем 20-21%, иногда даже меньше. В Genshin играть можно без проблем, но изредка смартфон подтормаживает. Несмотря на это, играть комфортно. Разумеется, можно входить в особые режимы и там ничего вообще подлагивать не будет, но я за то, чтобы без каких-то допов использовался в любых действиях. В PUBG дела обстоят лучше, что и так очевидно, так как данная игра не требовательна к железу. В целом, для любителей поиграть в игры на смартфоне 3T хороший выбор, но не идеальный. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест вы видите, как он проходит. На 100 потоках при 30 минутах очень даже неплохо, если не сказать очень даже хорошо. В Geekbench 5 в сингл-коре 997, мультикоре 2553, 3D Mark показал Slingshot Extreme и Slingshot на максимум, Wildlife Stress Test 4254, Wildlife 2736, Wildlife Extreme Stress Test 1233, Wildlife Extreme 1239, Vantutu выдал результат в 710 тысяч попугаев, Storage Test показал хорошие 57 тысяч. 45-минутный стресс-тест прошел, но не с лучшим результатом, что странно для 870-го, кстати. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и LED-вспышки. Основной сенсор на 64 мегапикселя с углом обзора в 80,5 градусов, широкоугольный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора в 119,7 градуса и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, оптической стабилизации видео нет, есть только цифровая. Сверхстабилизация работает только в 1080p, оптического зума также нет, но есть стандартно цифровой. На борту есть небольшое количество режимов, к примеру, есть Pro режим, режим улицы, режим панорамы, таймлапс, замер
замедленная съемка, двухоконный режим, фильм и так далее. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится в небольшом вырезе в верхнем в левом углу. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. Для BBK это норма. Качество фото хорошее, а вот видеосъемка разочаровала, так как в 4К 60 fps стабилизации нет никакой, картинка дерганая, как, к слову, и при съемке на фронтальный сенсор. Если включить 1080p для основного сенсора, то стабилизация отрабатывает хорошо, но качество значительно ухудшается. Если говорить в целом, учитывая цену, то камеры даже неплохие. Примеры вы сейчас увидите. Основная камера ночь, 4К 60 fps. «4К 60 fps», ночная Анталия. И вот так будет снимать данный смартфон с одной руки. Напоминаю, что автостаба, к сожалению, они не завезли. Ночь, пример фронталки, и вам, в принципе, вот этого всего будет достаточно, правда? Не стоит мучить фронталку по ночам. Немного видео над водой, которой он боится. И рыбок, разумеется, сюда привлекают едой, которую раскидывают специально. Tax X1, основная камера, никакого ветра, тихо и спокойно, и максимально солнечно. Фронталка против солнца, и вот если чуть-чуть развернуться, солнце мне в глаза. В целом неплохо. Вот так справляется с двух рук в 4К 60 fps, 3T, и что-то даже вытягивает из того переосвещенного тоннеля. Фронтальная камера, немного красивой картинки, которую вы не увидите из-за солнца, но с основной камеры потом увидите. Вот она, основная камера 4К 60 fps. С одной руки пытаюсь плавно провести. Мне кажется, у меня не особо получается. Но вот так. Но если решите снимать со стаба, это быстрый поворот. Вот так в 4К 60 fps этот смарт сможет вас радовать. Разумеется, увеличивать все можно. Сверхширик. Чуть-чуть. Автофокус против солнца. 4К автофокус. Раз. Два. Motorola учись, которая в 2 раза дороже, да? Которая вообще в 1080p 30 fps только автофокус может ловить. Сразу очевидный минус. Яблоко у меня Face определяет в очках, даже в темных, солнцезащитных. А Realme надо делать вот так. 1080p, фронталка против солнца, и, к слову, можно фотографировать в RAW формате. Видите, как хорошо я поймал угол. Но вот так примерно, по большому счету, у всех. При таком освещении лютом. Только что-то полупрофессиональное, либо с нормальной оптикой может спасти. А еще лучше чуть-чуть выключить свет и сделать тень, да, как делают все при съемках. Фронталка против солнца. Микрофоны родные. Роллинг отсутствует. Вот успел, проезжает мимо меня трамвай. Двухоконный режим. Вот так вас будет снимать камера 3T. Как и у Neo 2, правильно говорят. Похоже. Сенсоры чуть-чуть другие, но плюс-минус. Так, X2 у основной камеры можно делать. Передвигать здесь ничего нельзя. Если в движении снимать. Но я вижу, что дико трясется. Может быть, меньше будет тряска в записи, когда будем смотреть. Разумеется, как любят Realme, можно вот так делать запись. X2, основная камера-фронталка, и еще один режим есть. Мне нравятся двухоконные режимы, люди, которые любят кому-то что-то рассказывать или показывать, идеальный вариант. Немного съемки на ультраширик, если в супер солнечный день, и чтобы потом просматривать на смартфоне, в принципе, пойдет. Если вы смотрите это дело на телевизоре,
Не думаю, что вам особо понравится, но вполне возможно. Разумеется, можно делать параллельно фото и, разумеется, можно ставить на паузу видео. Все как у всех в Realme. Ветер сильный, поэтому микрофоны, скорее всего, задувает эгегей как. Ну и фронталка, разумеется, не блещет. В таких условиях она отрабатывает. Если идти, уже не особо отрабатывает. Стаб абсолютно практически отсутствует. И кто бы что ни говорил, вот в категории, опять же, раз 500 за ролик скажу, до 20 тысяч рублей смысл есть. Почему? Потому что 870-й Snap, чтобы вам кто ни говорил, допустим, субфлагман или то, какой ценник они просто влупили в ритейле российском на этот смартфон, это сюр. То есть 20, да, до 20 вообще мечта. Я приобрел чуть-чуть дороже, а получается за 21 приобрел, но вы, скорее всего, будете этот ролик смотреть либо в период распродажи, либо в тот период, когда в конце года, ноябрь-декабрь, все пытаются скинуть все возможные девайсы, чтобы показать какой-то рост. И, скорее всего, многие будут продавать себе в убыток, как всегда. Так же, как и в ноябрьскую распродажу. Вы, конечно, можете не верить, но кто в бизнесе, тот понимает, что, во-первых, они избавляются от старых процессоров, во-вторых, от старых экранов. Да, E4 это хороший экран, но это не LTPO. Да, они еще избавляются, помимо этого, и не особо новой памяти сейчас новая выйдет. В общем, в целом это субфлагман прошлого года, который вышел в этом году, и у вас нет вероятности попасть на рев какой-то, то есть что он восстановленный, еще что-то, потому что телефон новый, прошивка максимально обкатанная, все, что можно было из этого процессора выжать, они выжили вот в этой модели, хотя я думал, что еще полгода назад, что на 870-м ничего выпускать не будут. Но достаточно было только Nothing Phone, который выпустили вообще на днищенском процессоре, чтобы сейчас я говорил, ну за 20 вообще отлично. Потому что после Nothing Phone и его нулевой просто возможности использовать смарт в перспективе, ну это хороший вариант. 4К 60 FPS, и я вижу, что с одной руки снимать вообще не вариант. Вот сейчас снимаю с двух рук. Водичка, разумеется, звучит громко, но в целом смарт справляется со стабилизацией, пусть даже оптостаба нет. Хотя смотря как смотреть, а опять же помним, что сейчас чуть ли не идеальные условия для него. Никаких зайчиков тебе, никаких темных участков, все светло, ничего не отсвечивает. Почти супер-мега круто. Ну и, разумеется, смотрим, какой здесь X максимальный. X10 в, получается, 4К 60 FPS. Никакое. А вот ультрастаб уже работает с одной руки в 1080p 60 FPS. Вы сейчас видите, как это дело отрабатывает. Если, допустим, идти быстро, смартфон идеально у меня не лежит, но я его держу в одной руке, в правой, без чехла. Двигаюсь быстро, не плавно. И по мне снимает он неплохо. А еще напишите, реально, многие ли по-настоящему смотрят в 4К и видят разницу на этом нашем старом и ужасном YouTube, который мы все так любим, для того, чтобы иметь возможность сравнивать железячки. Потому что, напоминаю в 1000-й раз, что YouTube сжимает качество в 95 раз лично у меня. Может, у кого-то в меньшую сторону. Иногда там в 40 раз. Но даже в 10 он не сжимает, он сжимает больше. Особенно если ты ProRes-очку с айфона выгружаешь. А вот на сверхширик здесь суперстаб работает, получается, в 1080p 30 FPS только. Но в целом то, что на ультраширике есть стаб, это уже хорошо, при том еще и в 1080p. Сейчас вы наблюдаете, как я использую против солнца сверхширик с усиленной стабилизацией. Понятно, еще раз напоминаю, что здесь оптостабилизации нет, только цифровая. То есть физической нету. Но это не всегда плохо. Опять же, касаясь маленьких разрешений, может быть, даже это и хорошо иногда. Насчет примеров и всего остального, напоминаю, что первые 8 минут вы смотрите, и все, и дальше уже ваше дело, смотреть примеры съемки или нет. Мое дело дать исчерпывающую информацию, по моему мнению.
Минусы: нет ЭК-порта, нет мини-джека, нет оптостаба, пластиковые рамки, нет возможности вставить microSD. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. 300 тысяч раз повторюсь, что за эти деньги это сейчас идеальный вариант из новинок, потому что любой средняк, чем позже он появился, тем дольше у него поддержка. То есть, проще говоря, если год назад был тот же Poco F3 с самым ужасным датчиком приближения, который могли придумать за последние 3 года, вообще из всех смартфонов. К слову, он у меня на руках, и он все еще такой же глючный. Можете писать, что он у вас, и он у вас великолепен, значит, вам повезло. Так вот, этот на 870 будет жить автоматически минимум на год дольше. Почему? По той причине, что его недавно выпустили, и поддержка будет, соответственно, дольше. Тем более, это концерн BBK. Не забудьте подписаться на канал. Всем, кому нравится подобный контент, огромное спасибо, если вы оставите комментарий. Это помогает каналу. На канале недавно было 3 стрима: топ-100 наушников, топ-100 телефонов и топ-100 часов. Посмотрите. И 3 топа. До $50 наушники, свыше $100 наушники и телефоны лучше. Помимо этого, 4-й топ был недавно выгружен по браслетам. Все свежее, все под ноябрь. Резюмировать я бы хотел просто. Стерео, влагозащиты нет, оптостаба здесь нет, но вы видели, стабилизатор здесь неплохой по 1080p. 2 симки можно запихать, чуть больше 200 граммов. AMOLED E3, отпечаток в дисплее работает хорошо, по лицу разблокировать хорошо. 1300 нит в автояркости вот так, 700 тысяч баллов в Antutu с копейками, плюс GPS и все остальное работает великолепно. И да, все всегда по поводу цены. 20 тысяч рублей за него — это супер-мега топ. Я однозначно могу его рекомендовать всем, кто оставит любой комментарий. Огромное спасибо. Напоминаю, что выход, как и вход, также пишется на этот аппарат. Это Realme GT Neo 3T. Меня зовут Саня. Если вам нравится такой подход, пишем в комментах. Если не нравится, тоже пишем. Напоминаю, что на канале уже несколько топов под эту распродажу. Тоже смотрим, и несколько стримов в записи. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.